Обзор исследований С-витамина. С-витамин – это самый сильный антиоксидант и наиболее эффективный из антиоксидантов. Нейтрализует кислород и азотосодержащие радикалы. Восстанавливает Е-витамин, а он тоже антиоксидант. Участвует в синтезе норэпинефрина, карнитина, холестерина, аминокислот, пептидных гормонов, заменяет глюкозу во многих химических реакциях и предотвращает гликозирование. Больше всего его в мозге и надпочечников. И, конечно, он очень важен для мозга, необходим для развития новых кровеносных сосудов, участвует в созревании нейтронов, модулирует нейротрансмиттеры, стимулирует функцию митохондрий и защищает их, защищает ДНК от окислительного повреждения, необходим для формирования соединительной ткани всего тела, кожи, кости, хрящи, сухожилия, связки, кровеносные сосуды. Добавление С-витамина у животных предотвращает потерю костной массы. У людей более высокое потребление снижает риски развития остеопороза. Омолаживает кожу, снижает гиперпигментацию. Большое количество С-витамина в легких содержится, его там в 30 раз больше, чем в крови. И даже одна доза снижает окислительный стресс в легких. Улучшает настроение, помогает при депрессии, поскольку без С-витамина начинаются проблемы с дофамином и норэпинефрином. Более высокое потребление улучшает когнитивную функцию. При деменции он понижен. Добавление снижает частоту болезни Альцгеймер у человека. 3 дня добавления у мышей С-витамина улучшает обучение и память. Конечно же, уменьшает воспаление и при ожирении, диабете, высоком давлении. Необходим при язве желудка. Улучшает лечение хеликобактер на 30%. Во время упражнений снижает уровень свободных радикалов. Предотвращает повреждение мышц и усталость. По мере снижения уровня С-витамина растет уровень гистамина в крови. И также добавление, оно понижает гистамин, то есть понижает аллергию. Также он помогает и при морской болезни, и при горной болезни. С-витамин связан с более высоким уровнем прогестерона. После рождения дети имели больше вес, те, у кого у матерей было больше С-витамина в организме. У мышей также дефицит вызывает большую смертность в потомстве. У здоровых людей увеличивается частота половых контактов, поскольку С-витамин, он все-таки стимулятор. Также, конечно же, он восстанавливает кровоток по всему организму, увеличивает окись азота в организме, улучшает кишечную переносимость аспирина и также улучшает его всасывание. И вообще защищает мышей от вызванной облучением кишечника смерти. Дозировка С-витамина около 2 грамм снижает бронхоспазмы после физической нагрузки. Защищает от стресса, холода и жары. Например, на западе России у мужчин дефицит доходит до 79-93%. С-витамин необходим для борьбы с вирусами, грибками. Это самый необходимый антиоксидант при инфекции. И даже животные, которые сами могут синтезировать С-витамин, даже им помогает дополнительное введение при инфекционных заболеваниях. 25 крыс им вводили вдвое минимальную смертельную дозу столбняка, и все остались живы в группе, где вводили С-витамин. Где его не было, те умерли. В Бангладеше детям со столбняком вводили внутривенно 1 грамм. И в группе без С-витамина
23 смерти. В группе с С-витамином ни одной смерти. Людям от 15 до 30 лет в этой группе, кому вводили С-витамин, было 10 смертей, а без С-витамина 19 смертей. Лечили собак с чумой. С-витамин 1 или 2 грамма в течение 3 дней внутривенно. Выздоровление было 44%, а обычно это только 5-10%. При простуде 8 грамм в день в первый день значительно сокращало продолжительность заболевания. В среднем 1 грамм в день сокращает продолжительность простудных заболеваний на 6%, а у детей это на 17%. Уже 2 грамма в день на 21% и 26% у детей. Чем больше доза, тем лучше результат. Некоторые исследования показывали, что дозы при простуде должны быть около 15 грамм в день. 1 грамм в день снижал приступы астмы тяжелой и умеренной на 89%. У астматиков при простуде 5 грамм в день снижает чувствительность бронхов к гистамину на 52 пункта. Другие инфекции, при которых помогал, это, например, здесь герпес. Он снижает боль на 51%. Это 1 грамм был вместе с биофлавоноидами. Вирус ветряной оспы. У таких пациентов тоже С-витамин понижен. И введение уменьшало неврологическую боль. При септическом шоке внутривенное введение сохраняло сосудистую реактивность к ацетилхолину на инфекцию, вызванную кишечной палочкой. Но надо быть осторожно, потому что С-витамин с добавками Е-витамина, это сочетание увеличивало риски пневмонии на 248% и 1350%. По сравнению, например, С-витамин отдельно, он наоборот защищал. При онкологии Полинг и Кэмерон давали, то есть они вводили внутривенно 10 грамм С-витамина 100 неизлечимо больным с раком, и 10,3% выжили. Ну а там было 1000 человек, кому не давали, они умерли. И другие исследования тоже это подтверждали. Пациенты с раком матки принимали 5-30 грамм С-витамина и выживали в 6 раз дольше, чем те, кто принимал 4 грамма и меньше. Высокое потребление связано с низким риском развития рака пищевода, желудка, желудочной железы, шейки матки, прямой кишки, молочной железы и негормонального рака. Различные типы рака не могут расти в присутствии больших доз С-витамина. Ну или также С-витамин приводит к уменьшению опухоли. И также он улучшает качество жизни на всех стадиях. Также С-витамин защищал, и также он выводит тяжелые металлы и радиацию. Помогает, чтобы понизить в организме и вывести, связать его. Это уменьшает кадмий, мышьяк, свинец и ртуть. Введение 12 шизофреникам С-витамина в большой дозировке улучшало психическое состояние у 75%. Ну и также здесь еще написано про простуду. И, например, они также здесь смотрели. И, например, те исследования, где пишут, что С-витамин не помогает при простуде, да, то есть то у них была дозировка 3-4 грамма. А именно при простуде помогают 6 и 8 грамм. И также это помогало и лечить, и предотвращать пневмонию, там на 80% она уменьшалась. А цинга это и есть, в принципе, от цинги все именно и умирали от пневмонии. Вообще даже небольшой дефицит поражает легкие. Ну и также бактериальные токсины тоже приводят к потере С-витамина. И даже при простуде, чтобы уровень С-витамина не упал просто, надо принимать 6 грамм в день.
Дозировка, которая хорошо усваивается, это 500 мг. Но уровень в крови максимум это 220. Это если вы принимаете через рот. И это в зависимости от дозы. А уровни внутриклеточного, они всегда выше. И поэтому помогают большие дозы. Но в терапии рака эффективнее внутривенное вливание. Там уровень в крови уже повышается до 1760. Когда, например, лишний С-витамин, он выводится почками. И как раз-таки он защищает почки от инфекции. И когда он выводится через пот, он защищает кожу от инфекций. В низких дозировках действует как проантиоксидант, а в высоких дозах как антиоксидант. Защитное действие также от ультрафиолетового излучения. И меланома является наиболее часто излечиваемой опухолью с использованием С-витамина. Оральные контрацептивы понижают С-витамин. Ну и вообще, в общем, у всех людей у них своя дозировка. Это очень индивидуально. Если, например, начинается диарея, то это и считается верхний предел. Но при каких-то болезнях этот предел, он увеличивается. И, например, даже это может помочь тем, у кого запоры. Конечно, например, в хирургии после операции С-витамин резко снижается. И такие пациенты уже переносят очень большие дозировки. Например, при ожогах, травмах, особенно при черепно-мозговых травмах необходим С-витамин. При тяжелых ожогах была доза 95 грамм в сутки, то есть это в первый день, и это снижало отек. При беременности гормональные нарушения усиливают окислительный стресс. Ну и, в принципе, при беременности он очень часто понижен, поэтому необходимо, конечно, добавлять. При стрессе, например, дозировку надо увеличивать в 30-200 раз больше, чем рекомендуют, то есть от 90 мг надо исходить. И, например, у животных реакция на стресс сразу вырабатывается в 5 раз больше С-витамина. С-витамин улучшает всасывание железа, восстанавливает Е-витамин и запасает его, снижает потребность и улучшает усваиваемость витаминов В1, В2, А, фолата, пантотеновой кислоты, способствует усвоению селена. Комбинация витаминов С, А и цинка стимулирует синтез антител, а это важно во время инфекции или после прививок. С-витамин улучшает усваиваемость кальция, хрома, ну и других минералов. При дефиците в новой соединительной ткани в несколько раз повышается гиалуроновая кислота и уменьшается включение серы в хрящи. Поэтому обязательно принимайте С-витамин, если вы принимаете гиалуроновую кислоту, добавки коллагена, ну и другие добавки для суставов. Также С-витамин необходим для правильной работы надпочечников, потому что когда они плохо работают, у вас будет постоянная усталость и нарушается выработка гормонов. Но еще для их правильной работы нужна тоже пантотеновая кислота или это витамин В5. Люди, у кого С-витамин в норме, сжигают на 30% больше жира при тренировках, чем те, у кого он ниже. И также предотвращает и подавляет накопление жира. Низкий С-витамин связан с высоким соотношением талии и бедер. Ну и ожирение вообще меньше при нормальном уровне С-витамина. Формы С-витамина. Например, натуральная и синтетическая, они идентичны. И даже синтетическая L-аскорбиновая кислота немного лучше. Формы, например, в виде аскорбата кальция, магния, калия. Ну вот, например, здесь проверяли,
И, например, то есть, когда аскорбат кальция принимался, то в плазме было в 2 раза больше С-витамина, чем просто аскорбиновая кислота. Ну или там еще где-то было написано что-то на 30% больше. Но в принципе это называются буфизированные, да, там формы. Ну или в принципе можно опять-таки купить хорошего качества, да, например, витамин С. Вот, например, витамин С хорошего качества это вот кууралли. И, например, купить отдельно или магний, или кальций. И это будет точно то же самое. В принципе, некоторые так и делают. То есть там, если вы посмотрите состав, там просто и будет кальций добавлен и ничего такого. Поэтому советую, да. Потом, например, что еще следующие, какие были дозы? Это, например, форма с биофлавоноидами. Но только одно исследование подтвердило, что биодоступность была на 35% лучше. Но поскольку они в природе вместе в основном, поэтому, конечно, хорошо будет добавить. И для сосудов это тоже очень важно. Например, форма эстер – это сложный эфир, а не натуральная форма, как, например, многие думают. Ну и, в принципе, большой разницы в этих исследованиях не было. То есть, что аскорбиновая кислота, что эстер, небольшая была разница, к тому же исследования очень странные, и никто их не вывешивал особо. И, например, даже вот здесь вот проверяли эстер, и у эстер был превышен свинец и мышьяк на порцию. Поэтому, не знаю, я бы не очень посоветовала. Потом, например, что еще? Следующее, это у нас аскорбилпальмитат. Это жирорастворимая форма, и она хорошая как антиоксидант. Ее добавляют в продукты, чтобы там не портилось ничего. Но, в принципе, они сейчас еще сомневаются, насколько она эффективна, когда пройдет через желудочно-кишечный тракт. Но она хорошо для местного применения. То есть ее можно, например, растворять и, например, сыворотки делать. Следующее это Pure Whey. Вот она более имела быстрое всасывание и приводила к более быстрому уровню С-витамина в сыворотке. То есть это сравнивали с аскорбиновой кислотой и эстер. И как бы вот, например, эстер, то есть не эстер, а вот этот вот метаболический Pure Whey. Поэтому, в принципе, можете его выбрать, если вы, например, принимаете недолго. А так все-таки я бы вам советовала просто L-аскорбиновую кислоту и с магнием или кальцием ее. Высокие дозы С-витамина. Например, дозировка 90 мг, как нам всем рекомендуют. Это поможет предотвращать цингу. Но для поддержания здоровья этого недостаточно. И во время инфекции С-витамин быстро истощается в крови и в белых кровяных клетках. Он необходим для иммунитета и для борьбы с инфекцией. С-витамин значительно сокращает время заражения. Те, кто живут в тесных помещениях, добавление защищает от пневмонии на 80-100%. Или 1 грамм плюс цинк защищает от смертельной пневмонии, малярии, диареи, связанной с инфекцией. Исследование 11 тысяч взрослых мужчин, кто принимал 800 мг С-витамина, жили на 6 лет дольше, чем те, кто принимал 60 мг. Ну и те, у кого С-витамин ниже, умирают в 2 раза чаще от всех причин. Высокое потребление снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 42% у мужчин и 25% у женщин. С-витамин токсичен для ВИЧ-инфицированных клеток. И у людей добавление высоких доз С-витамина и НАК улучшали иммунную систему. С-витамин защищает сосуды от жира и гомоцистеина. 2 грамма снижали на 59% эндотериальную дисфункцию.
Риск сердечно-сосудистого заболевания, то есть сердечного приступа, меньше на 80% у кого повышенный С-витамин. И дефицит как раз провоцирует, то есть в 3,5 раза больше шансов перенести сердечный приступ. Высокие дозы блокируют окисление плохого холестерина на 75%. И у С-витамина у него похожий эффект на статины. И вообще лаборатория Life Extension, они рекомендуют дозы от 1 грамма до 6 грамм в сутки. Например, что из противопоказаний? Есть исследование, что у мужчин, у кого повышенные риски камнеобразования, то у них могут быть камни из карбоната кальция, да. Но обычно это были дозировки где-то около 5 грамм в день, а при почечной недостаточности это был 1 грамм в течение 3 месяцев. Но, в принципе, если у вас такая проблема, то можно добавлять тут уже магний, калий и витамин В6. Они как раз понижают щавельную кислоту. Но также вот здесь еще исследование, где, например, надо быть осторожно женщинам, диабетикам в постменопаузе. У них повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, когда употребляют большую дозу С-витамина. И также надо быть осторожными те, у кого в организме много железа, потому что С-витамин, он улучшает всасывание, может ухудшить состояние. Хотя это тоже еще очень спорный такой. Это только именно, когда у вас или очень много железа, или, по крайней мере, до сих пор спорят. Так же, как и у камнях тоже спорят, потому что, например, у женщин у них не нашли такого, что С-витамин вызывает камни.